Всем привет! Продолжаем делать зимнюю 3D-иллюстрацию в приложении Nomad Sculpt. И в этом уроке я рассказываю, как сделать вот такой мостик с фонариками, нарядную елочку, заборчик, мосточки для спуска к воде, замерзшую лодку и заснеженную поверхность озера. Давайте начнем. Сделаем мостик. Перейдем в режим соло, сделаем вид сбоку, включим сетку и возьмем инструмент трубка. Нажимаем путь, проведем горизонтальную линию. Нажмем на зеленую точку, включим профиль и центральную часть приподнимем, чтобы сделать дугу. Немного уменьшим радиус. В топологии разрешение по X уменьшим до минимального значения и уменьшим по Y. Перейдем на вид сверху, нажмем отзеркаливание, включим гизму и подвинем за красную стрелочку. Снова берем инструмент трубка, нажимаем путь, проведем горизонтальную линию справа налево. Нажмем на зеленую точку. У нас получилась вот такая деталь. Давайте в топологии разрешение по Y уменьшим до единицы и утвердим. Включим гизму, нажмем ось и повернем по Z так, чтобы зеленая стрелочка смотрела наверх. Возьмем инструмент трансформация, перейдем на вид сверху, нажмем копировать и стилусом передвинем копию наверх на небольшое расстояние. Не отрывая стилус от экрана, нажимаем на репитер в верхнем левом углу и также не отрывая стилус, введем по центру вертикальной детали наверх. Утвердим. Выберем боковые детали, включим гизму, повернем оси, скопируем и передвинем наверх. Теперь выберем центральную поперечную деталь, выровняем оси, скопируем, повернем по Z на 90 градусов. Уменьшим высоту за красную точку. Вот эту деталь тоже выберем, скопируем и повернем. И с этой стороны то же самое. Давайте все выберем и уменьшим ширину. Теперь выберем перила, скопируем. Откроем мультиразрешение. Нажмем линейное подразделение и один раз нажмем на подразделение. Теперь кнопку с линейным подразделением выключим. Нажмем на подразделение 2 раза. Это будет снег. Опустим пониже. Теперь детали со снегом вытащим из группы. Отзеркалим.
И группу с остальными деталями совместим. Выберем вместе со снегом, выйдем из режима соло. Мостик уменьшим и расположим над оврагом. Раскрасим. На столбиках мостика скроем верхние грани. Нажмем «Разделить», выберем их и закрасим в белый цвет. Далее сделаем елочку. Пока все скроем, добавим кривые. Количество изменим на единицу. Включим гизмо и добавим UV-сферу. Повернем пол Z на 90 градусов. Стилусом нажмем на оранжевое кольцо и уменьшим в 2 раза. Потянем за красную точку, сожмем высоту и потянем за синюю точку. Повернем, утвердим. Давайте зафиксируем положение экрана. Возьмем инструмент «Переместить». Симметрию включим по Z. Установим стилус в центр детали. Поднимем вверх и пальцем проведем по экрану, чтобы сформировать изгиб такой ветки. Далее скопируем. Копию поднимем наверх. Это будет снег. И здесь давайте включим рентген. При длительном нажатии открывается вот такая вкладка. И здесь выберем все. Возьмем инструмент «Переместить». Симметрия у нас по Z. И верхнюю деталь, ее левую часть спрячем внутрь нижней детали. И нижнюю давайте раскрасим. Совместим обе детали. Добавим радиальный повторитель. Количество поставим 8. Перейдем вот на эту строчку, потянем за красную стрелочку. Утвердим.
Выберем детали через одну строчку и выбранные приподнимем наверх. Выберем всю группу и совместим. Нажмем на верхнюю строчку и кривую увеличим высоту. Увеличим количество. Сделаем двойной радиус и сверху уменьшим. Утвердим. Здесь выберем строчки через одну и повернем по Y. Выберем верхние ветки, нажмем 3 точки «Отделить». И вот эти части, которые у нас изображают снег, удалим. Теперь совместим. Снова нажмем 3 точки и нажмем «Снять». Раскрасим в белый цвет. И сделаем макушку. Добавим UV-сферу. Уменьшим. Давайте ее вытащим из группы. И уменьшим за зеленый треугольник. Утвердим. И снизу вот эту часть, которую не видно, мы ее скроем. И нажмем «Удалить». Включим гизму. Добавим цилиндр. И сделаем ствол. В топологии разрешения по Y изменяем до минимального. По Z тоже у нас будет минимальное значение единица. По X немного уменьшим. И утвердим. Раскрасим. Выберем всю елочку. Включим гизму. Откроем домики. Елочку уменьшим, расположим вот здесь. И давайте сделаем ее пошире. За зеленый треугольничек потянем. Еще 2 елочки сделаем самостоятельно. Или можно скопировать вот эту елочку, которую мы с вами сделали. И давайте ее украсим. Добавим сферу. Уменьшим. Расположим между веток.
Уменьшим последующее подразделение и утвердим. Раскрасим. Шероховатость уберем. Металличность добавим примерно 0,5. Возьмем инструмент трансформация. Перейдем на вид сверху. Нажмем копировать. И передвинем копию шарика на произвольное расстояние. И не отрывая стилуса от экрана, пальцем нажмем на репитер в левом верхнем углу. Также не отрывая стилуса, продолжаем им водить по всей елке. Лишние шарики, которые попали у нас мимо, удалим. И при необходимости можно подкорректировать. Выберем все шарики и совместим. Скопируем. Копию повернем по Y. И раскрасим желтый цвет. Если нужно подкорректировать какие-то шарики, нажмем 3 точки «Отделить» и каждый поправим. Совместим, скопируем, копию уменьшим и раскрасим в зеленый цвет. Далее сделаем гирлянду. Добавим кривые, передвинем сюда, включим сетку, выключим гизму. Кривые, значит, одну точку привяжем сюда и верхнюю вот сюда под наклоном. Включим гизму и добавим сферу. Уменьшим. Уменьшим последующее подразделение, сделаем единицы. Утвердим. Раскрасим в желтый цвет и сделаем аддитивный материал. Нажмем на строчку кривые, увеличим количество деталей. Утвердим. Выберем совмещение дочерних узлов. Переместим оси сюда. И добавим радиальный повторитель. По Y. Увеличим количество. Сделаем 10 таких рядов. Утвердим.
и расположим гирлянду на елке. За зеленый треугольничек сделаем немного поуже. Далее на мостике сделаем фонари. Возьмем инструмент «Вставить», выберем цилиндр и проведем стилусом по верхнему торцу столбика. В топологии разрешения по Y и Z сделаем единицы. Утвердим и раскрасим в цвет мостика. Включим гизму, добавим сферу, уменьшим. Последующее подразделение сделаем, давайте 3, утвердим и раскрасим в желтый цвет. Сделаем аддитивный материал, скопируем и копию уменьшим за зеленый треугольник. И вот здесь поставим галочку «Всегда не освещено». Выберем эти 3 детали, добавим в группу. Переместим оси вниз. Выберем всю группу. Далее возьмем инструмент трансформация, нажмем «Копировать», передвинем на соседний столбик. Теперь выберем все 3 фонарика, скопируем и копию передвинем на другую сторону. Добавим клуб, перейдем в режим соло, сделаем вид сверху и уменьшим за зеленый треугольник. Обнулим топологию, утвердим и раскрасим. Выйдем из режима соло. Передвинем на край. Переместим оси в центр композиции. И добавим радиальный повторитель.
По Y увеличим количество деталей. Утвердим. Выберем совмещение дочерних узлов. Перейдем в режим соло. Возьмем инструмент трубка, нажмем путь и проведем одну линию между столбиками. Далее привяжем к соседнему столбику. Давайте уменьшим изображение и нажмем вот на эту кнопку с булавкой. И далее привязываем эту линию к каждому столбику по кругу. Нажмем на зеленую точку, уменьшим радиус. Теперь выключим привязку и точку на этом столбике сдвинем внутрь. На следующем столбике сдвинем наружу. И так далее чередуем каждый столбик, делаем попеременно. То внутрь, то наружу. Включим гизму и расположим пониже. Теперь изменим топологию, уменьшим. Утвердим. Скопируем. Копию передвинем вниз. И давайте, чтобы сориентироваться, выйдем из режима соло. Нижнюю деталь закрасим в коричневый цвет. Скопируем и передвинем вот сюда. Теперь давайте выберем весь заборчик и повернем по Y. Выберем столбики, возьмем инструмент «Скрыть» и скроем верхние торцы. Нажмем «Разделить», выберем и закрасим белый цвет. Теперь выберем один фонарик, скопируем, перейдем в режим соло и выровняем. Передвинем сюда, расположим на входном столбике.
Немного увеличим. Скопируем и передвинем на второй входной столбик. Далее по периметру всей композиции сделаем настил из досок. Добавим куб. Перейдем в режим соло и придадим ему форму доски. Обнулим топологию. Закрасим. Выйдем из режима соло. Передвинем за синюю стрелочку сюда. Уменьшим. Передвинем оси в центр композиции. И добавим радиальный повторитель. По Y. Количество укажем 100. Выберем нижнюю строчку. Включим гизму. Оси находятся сейчас в центре композиции. Давайте нажмем ось и центрирование. И потянем за красную точку, уменьшим ширину доски. Выберем обе строчки, нажмем «Утвердить», сохранить экземпляры. Выберем первую дощечку, включим гизму, добавим цилиндр. Вытащим его из группы. Уменьшим радиус. Уменьшим высоту. И передвинем на край. В топологии разрешения по Y и по Z уменьшим до минимальных значений. По X немного уменьшим. Закрасим. Переместим оси в центр композиции. И добавим радиальный повторитель. По Y. Количество укажем 10. Возьмем инструмент трубка, нажмем путь, перейдем на вид сверху и соединим линией два столбика. Нажмем на зеленую точку. Уменьшим радиус. Включим гизму.
Скопируем и копию передвинем вниз. Изменим топологию. Разрешение по Y сделаем минимальное, по X немного уменьшим. Закрасим. Теперь выберем верхние детали. Уменьшим радиус. Включим гизму. Расположим пониже. И теперь гизму выключим. Посередине пролета добавим точку и потянем вниз. Давайте отменим это действие. Выключим привязку и повторим. Немного уменьшим топологию. Закрасим. Скопируем. Копию передвинем наверх. И вернем белый цвет. Откроем вкладку с объектами. Выберем группу радиального повторителя и утвердим. Выберем «Сохранить экземпляр». И теперь нам нужно удалить два вот этих пролета. Сделаем небольшой мостик. Выберем вот эту дощечку, скопируем, приподнимем немного наверх и повернем по Y на 90 градусов. Увеличим в длину за синюю точку. Передвинем сюда. Добавим массив. По X укажем 7 деталей и подвинем сюда. Утвердим. Выберем совмещение дочерних узлов. Теперь выберем вот этот столбик. Скопируем. Включим гизму. Центрируем оси. Поднимем немного вверх. Подвинем сюда. И расположим на углу мостика. Оси переместим в верхний торец. И потянем за зеленую точку, увеличим в длину. Скопируем. Копию повернем. Уменьшим. Выберем обе детали.
совместим, скопируем и отзеркалим. Так, не отзеркалим, а перевернем по X. Далее сделаем лесенку. Скопируем вот этот столбик, передвинем пока сюда в сторону для удобства. Выключим гизмо и уменьшим радиус. Скопируем. Копию подвинем в сторону. Еще раз скопируем. Повернем на 90 градусов. Уменьшим радиус. Уменьшим длину. Передвинем наверх. И добавим массив. По оси Z поставим две детали. И вторую деталь подвинем вот сюда. Увеличим количество. Выберем ступеньку. Скопируем. И копию передвинем немного наверх. Уменьшим за оранжевое кольцо. И закрасим в белый цвет. Давайте все выберем. Передвинем сюда. Совместим. Скопируем. И перевернем по X. Далее выберем весь мостик. Включим гизмо. И переместим оси в центр композиции. Повернем. Выберем вот эти доски. Всю группу совместим. Скроем верхние части. И нажмем «Разделить». Теперь выберем их и закрасим в белый цвет. И то же самое вот эти столбики. Это давайте вытащим из группы. Выберем столбики. Совместим эту группу. Скроем верхние торцы. Нажмем «Разделить». Их выберем и закрасим в белый цвет. И то же самое сделаем на мостике.
сделаем лодку. Берем здесь галочку и перейдем в режим соло. Добавим UV-сферу. Повернем по оси Z на 90 градусов. Перейдем на вид сбоку и уменьшим за зеленый конус. Утвердим. Возьмем инструмент маска, симметрию выключим. С помощью прямоугольника замаскируем слева примерно 2/3. Включим гизму и переместим оси на границу с маской. Потянем за зеленую точку. Очистим маску. Возьмем инструмент «Скрыть» и скроем верхнюю половину. Пересчитаем сетку с помощью квадримешера. Замаскируем. И добавим необходимую толщину. Здесь у нас параметр высота, включена сглаженность. Выбираем нужную толщину, нажимаем на извлечение. Деталь с маской удалим. Включим гизму, добавим куб. Уменьшим. И сделаем сиденье. Уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение, чтобы слегка скруглить углы. Выберем обе детали и совместим. Включим гизму, добавим тор. Повернем его на 90 градусов по X. Уменьшим. Немного увеличим толщину за зеленую точку. Уменьшим разрешение. Скопируем. И копию повернем на 90 градусов по X. И развернем по оси Z. Немного вот так вот повернем. Увеличим. Оба кольца выберем и совместим. Давайте раскрасим. И для колец добавим металличность. Выберем всю лодку, включим гизму и выйдем из режима соло. Передвинем ее сюда. Уменьшим. Давайте развернем. Так.
Откроем вкладку объектов, уберем здесь галочки и добавим плоскость. Это будет заснеженная поверхность озера. Увеличим, обновим топологию и утвердим. Передвинем пониже. Выберем лодку и подкорректируем ее положение.